Впервые в мире получен потрясающий результат у пациента с синдромом Дауна. У Ромы Мхитаряна, 2 года 4 месяца, город Екатеринбург. Российский академик Петр Горяев и врач Надежда Устинова впервые в мире получили потрясающий эффект у пациента с синдромом Дауна. Им удалось создать уникальный способ изменения негативного влияния добавочной X-хромосомы при синдроме Дауна при помощи метода лингвистико-волновой генетики. Мозг ребенка растет в течение первых 3 лет. Академику Петру Горяеву и доктору Надежде Устиновой удалось изменить негативный вектор развития мозга данного пациента. Рома родился 20 июня 2010 года. Вес при рождении составлял 2 килограмма 300 граммов, рост 45 сантиметров, окружность головы 30 сантиметров, окружность груди 29. 9 июля 2010 года после сдачи анализа крови ребенку был поставлен диагноз синдром Дауна, регулярная трисомия, кариотип 47, XY-X21. Сопутствующие заболевания Ромы – дакриоцистит левого глаза, задержка физического развития, дефицит длины, перинатальное поражение центральной нервной системы, поздний восстановительный период, дисплазия тазобедренного сустава, врожденная кардиопатия левого желудочка сердца, гипосподия, головчатая форма, правосторонняя хроническая сенсорно-невральная тугоухость, гипоксическо-токсического генеза. С 27 августа 2010 года Рома наблюдается с диагнозом синдром Дауна, регулярная трисомия, у доктора Натальи Викторовны Никитиной, заведующей медико-генетической консультацией города Екатеринбурга. Развитие Ромы на 6 июня 2012 года до начала прослушивания восстановительных программ было следующим. Держит голову с 1,5 месяцев, переворачивается с 7-8 месяцев, ползает на животе с 8-9 месяцев, садится самостоятельно с 1 года 7 месяцев, ползает на четвереньках с 1 года 11 месяцев, не ходит, однако начал пытаться самостоятельно встать на ноги, подтягиваясь руками. Самостоятельно не кушает, на горшок не просится, предметы не показывает. На имя не отзывается, произносит много звуков, смеется, любит играть. В лаборатории академика Петра Петровича Горяева была создана специальная звуковая программа, которая несет информацию о здоровом генетическом коде родного брата Ромы, который не имеет данной патологии. С 6 июня 2012 года Рома стал прослушивать программы. И уже к 1 июля Рома стал активный, шустрый, стал активно вставать в кроватке и манеже на ноги. Появились шаговые движения. Сейчас он с удовольствием ходит при поддержке за руки. Улучшилась координация движений. Активно лепечет. Где Вера? Рома. Рома, где Вера? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Стал отзываться на имя, хотя до этого не реагировал на него. Активно интересуется окружающим миром. Ведет себя, как обычный годовалый малыш. Слюнотечение практически исчезло, перестали гноиться глаза. Крепко спит и днем, и ночью. Продолжительность дневного сна увеличилась. С 19 июля 2012 года Рома заболел. Поднялась температура до 39 градусов. До лечения данной методикой ребенок обычно уже на 2-й день болезни начинал задыхаться. Ему становилось хуже, температуру сбить не удавалось. Врач, как правило, назначал антибиотики и ингаляции с помощью небулайзера с биродуалом. Тяжелое состояние обычно длилось около 5 дней, затем потихоньку наступало выздоровление. В этот же раз мы круглосуточно стали прослушивать созданную для Ромы программу. Уже на 2-й день температура начала спадать, на 3-й день Рома был здоров. Надежда, я понимаю, что прошло еще очень мало времени со дня лечения, но мне кажется, что изменения есть. Если к лету прошлого года Рома умел только переворачиваться со спины на живот и обратно, ползал на животе, и в течение последующего года, до нынешнего лета, никаких продвижений ни в двигательном, ни в психическом развитии не было, то уже сейчас, к 4 августа 2012 года, после 2 месяцев лечения данной методикой, заметен скачок вперед в развитии моего сына. Здравствуйте, Надежда. 22 августа 2012 года мы с Ромой были на контрольном приеме у заведующей медико-генетической консультации. Для доктора стало приятным сюрпризом, что Рома начал ходить. Она предполагала, что он пойдет к 3 годам, то есть на следующий год. Объективно компьютер показал, что у Ромы значительно улучшилась работа головного мозга. 2 составляющие уже пришли в норму, 2 пока еще нет. Йодомарин отменили.
Сегодня были с Ромой на контрольном приеме у Михайловой Натальи Тихоновны. Она очень довольна результатами лечения. Подробности вы можете узнать у нее по телефону. С уважением, Таня. Большое спасибо академику Горяеву и доктору Устиновой за помощь нашему сыну.